Привет, друзья! Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного и песочного печенья. Готовится, как всегда, легко и просто, а съедается очень быстро. Поэтому советую приготовить сразу 2 порции. Состав печенья очень простой и бюджетный. Думаю, все ингредиенты найдутся в каждом доме. Давайте начнем. Для начала берем глубокую миску и кладем сливочное масло комнатной температуры. Я взяла 1 пачку. Далее добавляем 100 грамм сахарной пудры. Я ее обязательно просеяла, чтобы не было комочков. После добавила щепоточку соли и пол чайной ложки ванилина. Это все по желанию. Ванилин можно заменить ванильным сахаром. Тогда лучше использовать целую пачку. Теперь я все хорошо перемешала силиконовой лопаткой, а затем взбила венчиком. Нужно взбивать, пока наша масса не побелеет. Я взбивала долго. Но если вы будете использовать миксер, то вам потребуется всего лишь 3-4 минутки. Чтобы масса была более воздушная, я решила белки взбивать отдельно. Так как у меня были маленькие яйца, я использовала 3 штуки. Если же у вас будут крупные, то можно использовать только 2. Аккуратно отделяем белки от желтков и взбиваем миксером до мягких пиков. Если у вас нет миксера, то ничего страшного, можно и венчиком взбить. Но по времени у вас займет чуть больше времени. Кстати, я добавила совсем немного, щепоточку соли. Взбивала до мягких пиков, как показано на видео. Теперь нужно соединить взбитые белки с нашей массой. Сначала перемешивала лопаткой, а затем взбивала венчиком. Осталось добавить к нашей массе муку. Я уже заранее просеяла муку и начала добавлять порциями. Добавляла в 3 подхода. При этом каждый раз перемешивала лопаткой до однородности. У меня получилось мягкое, нежное и немного воздушное тесто. Готовое тесто нужно переложить в кондитерский мешок. Если у вас нет его, можете использовать просто целлофановый мешок. Чтобы печеньки получились не только вкусными, но и красивыми, я использовала насадочку. Вы же берите любую. Дайте волю вашим фантазиям. Чтобы легче было переложить тесто в кондитерский мешок, используйте высокий стакан или же баночку, как я. Так я делаю и с кремами, и с начинками, когда готовлю торты и пироги. Противень застилаем пергаментной бумагой или же силиконовым ковриком. Берите то, что у вас есть. Выдавливаем наше тесто и придаем форму для нашего будущего печенья. Я сделала их в виде круга и палочек. Вы же можете сделать любой формы. Если вы не хотите сильно заморачиваться, то можете просто чайной ложкой выложить тесто. Выпекаем наше тесто в разогретой духовке при 180 градусов примерно 15 минут. У вас же может уйти чуть больше или меньше времени. Ориентируйтесь, пожалуйста, на свою духовку.
Пока выпекаются наши печеньки, мы растопим шоколад для украшения. Для этого берем кондитерский мешок и высыпаем наши шоколадки. У меня шоколадные капли. Можно использовать плиточный шоколад. Затем конец немного сворачиваем и кладем в горячую воду. Если вы увидели, что печеньки подрумянились, мы сразу же вытаскиваем и оставляем немного остывать. Затем украшаем их шоколадкой. Можете и вовсе этого не делать. Я так делаю часто, потому что мои дети очень любят. Иногда, когда я готовлю что-то вкусненькое, мои девочки подходят и просят приготовить вместе. Конечно же, я им не отказываю. Им очень нравится помогать мне. Ведь готовить вместе– это так весело. В эти минуты я вижу столько счастья и радости у детей. Кухня– это отличное место, чтобы провести время вместе с детьми и не только приготовить что-то, но и поговорить о многом и стать ближе друг к другу. Печеньки получились песочными, красивыми и очень вкусными. Снаружи хрустящие, а внутри мягкие. Обязательно попробуйте приготовить, порадуйте своих близких. Спасибо за ваше внимание и что досмотрели до конца. Всем хорошего настроения и крепкого здоровья. А кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь и не забывайте поставить ваши лайки.